Ребята, всем привет, всем здрасте, в эфире мастерская дяди Леши. Этим роликом я хочу начать, так сказать, плейлист. Ну, пока он будет не в плейлисте, потом, если это будет интересно, то объединим все это в плейлист. И вообще у меня есть мысль разложить все ролики по своим плейлистам, потому что на канале есть и токарка, и обслуживание станка, какие-то моменты, как, например, вот это видео с камерой, про камеру, как я добивался результата. Поэтому есть такая, как я уже сказал, повторюсь, мысль разложить по тематическим плейлистам. Кстати, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Потому что помимо токарки и токарного станка, то есть его обслуживания, я иногда, так сказать, подрабатываю, что ли, ремонтом автомобильных стартеров и генераторов. И бывают довольно интересные моменты. Ну и, в общем, я уже давно хотел начать это показывать на канале, но как-то все сомневался, зайдет, не зайдет. Ну, то есть вот это пробный, так сказать, ролик будет. Итак, хочу начать с вот этого вот стартера. Мне его принесли, а перед этим, когда заказчик позвонил, он говорит, у меня что-то, в общем, трещит, звенит то есть после запуска двигателя по по маховику что-то звенит. Я, говорит, снял стартер, извините, снял, говорит, стартер. А там из него что-то торчит. Вот как видно, здесь, наверное, не видно. Вот я вам покажу вот такую фотографию, я специально сфотографировал. Торчит, как я сразу и подумал, крышка, то есть защитная вот эта крышечка с подшипника. Каким-то образом она почему-то оттуда выскочила и торчит, и не дает бендиксу садиться до конца, и поэтому кончиками, вот даже видно побитые кончики, видно, нет, ну ладно, не важно, побитые кончики зубцов. Вот. Ну, я не буду лукавить, я его уже разобрал, это собрал обратно, так, для наглядности, то есть чтобы было видно, как он ко мне попал. Теперь давайте посмотрим, что ж там внутри. Ну а внутри этого чуда японской техники, тут в корпусе, там, понятно, тут нас мало чего интересует, потому что проблема у нас вот в этом подшипнике. Вот именно его вот эта вот уплотнительная крышечка, не уплотнительная, а защитная, именно она выскочила почему-то отсюда и стала попадать под шестерню, то есть не давать шестерне прятаться в корпус до конца. Из этого делаю вывод, что раз выскочила крышечка, то подшипник по-любому под замену, потому что неспроста она оттуда выскочила, это во-первых. И после того, как она выскочила, туда запросто могло налететь всего чего угодно. Даже вот если присмотреться, на камеру точно не будет видно, даже на фото не увидишь. Но глазом видно, есть металлические вкрапления в смазке внутри подшипника. То есть этот подшипник долго не проработает. Понятно, что я его уже снял отсюда, был он вот здесь. Снимать пришлось вот таким вот макаром, как он стоял, двумя стамесками, его поддевал. Помучился, но с горем пополам вытащил. Самое интересное было с другой штукой. То есть, вот так вот это было, да, подшипник этот вот здесь вот стоял, понятно, да. Вот здесь
Вот такая пружина возвратная, которая, собственно, и втягивала бендикс обратно. Вот такое вот стопорная крышечка такая металлическая. Но самое смешное, я уберу, чтобы не мешало. Самое смешное, что вот здесь вот было стопорное кольцо. Вот с ним я намучился, ей-богу, я его еле-еле стянул отсюда. Пришлось проволокой подвязать вот эту крышечку, эту упорную, да, стопорную, ну, в которую пружинка упирается. Обвязал проволокой, чтобы не мешало, там отвертками, чем только не стягивал его, это колечко, но все-таки стянул. Я съездил, купил новый подшипник. Фирму называть не буду. И коробочку тоже показывать не буду, чтобы не сочли рекламой. Ну, в смысле, близко коробку показывать не буду. Так, сейчас я его вытащу отсюда. Вот такой подшипничек. То есть маркировочка та же самая. Другая фирма только. Просто другая фирма. В остальном они, эти два подшипника, идентичны. И теперь попробуем его посадить на место. Суть в том, что посадка довольно плотная. Ну, без натяга, но плотная. Пресс запрессовочный я так и не собрал. У меня руки до него так и не дошли. Поэтому для запрессовки этого подшипника на свое место будем использовать, как обычно, по старинке, заднюю бабку токарного станка. Как бы смешно это ни звучало. Итак, давайте попробуем. По правде сказать, ни один ремонт ни стартера, ни генератора не обходится без применения токарного станка. Более того, я даже уже примостился, так скажем, использовать токарный станок в качестве стенда для проверки генераторов. Когда будем делать об этом видео, тогда я и покажу, как можно использовать токарный станок в качестве стенда для проверки генераторов. Внутри этого шестеренчато-подшипникового блока, назовем его так, мы имеем отверстие диаметром 12 миллиметров. Все это будет ставиться вот так. Упираться в кулачки будет вот это вот само, ну как не основание, а в общем, как я понимаю, вот этот наружный диаметр, он проходит насквозь и выходит вот здесь. То есть упираться будем кулачками вот в эту вот поверхность. А вовнутрь для центровки всей этой затеи, чтобы было в центрах, мы вставим вот такую фрезу. Фрезой вовнутрь патрона за кулачки, чтобы не сломать. Диаметр ее 20 миллиметров, отверстие в шпинделе 21, поэтому она туда зайдет просто как родная. Вот так вот мы все это сделаем, поставим и будем задней бабкой надавливать сюда подшипник.
Вот так. И вот, все получилось. Все прекрасно. Подшипник на месте. Так, не на месте. Немножко не до упора, да? Ага. Чуть-чуть не до упора. Ну, это мы сейчас подправим. Потому что, почему получилось так? Он сел не до конца. Потому что пиноль уперлась уже вот в эту поверхность. То есть поверхность оси, да, будем говорить так. Ну, на которую, собственно, насаживается подшипник. Она уперлась, и я подумал, что села до конца. Но это не беда. Это мы сейчас какую-нибудь сюда оправочку вставим и дожмем его до конца. Но я думаю, тут все понятно. Уже не буду это показывать. Это мы сейчас быстренько проделаем. Не пришлось использовать какой-то оправки, точить или искать. Я обошелся старым подшипником. За счет того, что здесь фаски, здесь внутренняя фаска на внутреннем кольце, а здесь фаска наружная, то есть на посадочном месте, этот подшипник сюда превосходно встает и превосходно слазит. Он не наделся, его сдирать не пришлось. Вот. А новый подшипник сел до конца. Вот так. То есть куда нам без токарного станка? Без токарного станка нам никуда. Собираем. Пытаясь, так скажем, приступить к сборке, я обратил внимание, что внутри свежая смазка. Причем неизвестного, как бы это сказать, неизвестная смазка. Похожа на литол, но черт его знает. Это во-первых, а во-вторых, даже если литол у меня есть, но литолом такой узел смазывать не рекомендуется, потому что он высоко нагружен и может нагреваться. Поэтому мы литол сейчас оттуда уберем, а смажем шрусом. По всей видимости, его недавно ремонтировали. А даже если мне не изменяет память, то он вроде говорил, что купил контрактный. Ну, видимо, да, его ремонтировали перед продажей. Вот, как-то так отремонтировали, что развалился подшипник. Немножко на ведущие шестерни останется литол. Ну, это, ладно, уже это не страшно. Небольшое количество литола, смешанное со шрусом, я думаю, допустимо. Ах да, чуть не забыл. Я же не собрал вместе вот это все хозяйство. Вот он. Вот так, пружинку и все дела. Ёлки-палки. Чуть лишней работы не наделал. Вот точно так же происходило снятие проволочкой. Прижал, чтобы эта штука не мешала. И теперь будем пытаться вернуть это злополучное кольцо обратно на место.
Итак, ребята, я с этим справился. Все на месте, все работает, все прекрасно. Единственное, что хочу попросить у вас извинения за то, что был настолько увлечен вот этим процессом и не заметил, как в камере села батарейка и она просто выключилась. Поэтому основной, как бы, самое интересное, как мне все-таки удалось это сделать, в кадр не попало. Вот. Но резюмируя все это дело, я хочу сказать, что опять же спасибо тому, что у меня есть токарный станок. Точнее, не сам токарный станок, а множество всяких там шабашечек, оправочек, то есть вот это вот, втулочек, заманочек и так далее. Просто-напросто подобрал нужную оправку для этого кольца и одним ударом молотка, ну не сильным, конечно, не со всей дури, так легеньким ударчиком загнал кольцо на место. Вот. Ну и потом натянул эту стопор вот этот и собственно все. Ну и вот что мы, как говорится, получили в итоге. Ничего не торчит, все крутится, вертится. А вот посмотрите, что называется до и после. Ну а на сегодня у меня все. Буду заканчивать. Пишите в комментариях, как говорится, заходит такой контент или не заходит. Не забывайте посещать мои странички ВКонтакте и в Инстаграм. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Можете ставить лайки или дизлайки, можете не ставить. Всем пока, всем привет.